29 декабря в Нижнекамске произошла история, в реальность которой сложно поверить. Произошедшее больше похоже на страшный сон, но, тем не менее, все это случилось на самом деле. Однажды дворовый пес Зевс вместе со своим другом, как обычно, бегали по улицам. Но на пешеходном переходе животные попали под колеса автомобиля. Одна собака погибла на месте сразу же после столкновения, а Зевсу повезло выжить. Хотя впереди бедолагу ждал настоящий ужас. Зевс получил серьезную травму задней лапы. На помощь животному бросились дети и отнесли его к подъезду. На шум вышли соседи, позвонили ветеринару. Несмотря на предпраздничные дни, на вызов согласилась приехать врач Аделина Камалиева. Ветеринар осмотрела животное и сказала, что собаку нужно усыпить. Это слово стало ключевым в судьбе Зевса. Врач взяла с людей 5000 рублей и сделала животному укол. Собака затихла, и жители подъезда в тот же день похоронили Зевса. На следующее утро произошло что-то невероятное. Собака, как ни в чем не бывало, вернулась к подъезду и смотрела на всех, ожидая поддержки. Конечно же, это вызвало шок. Зевс невообразимым образом выбрался из могилы и вернулся к тем людям, которые вчера его похоронили. Жители подъезда винят в произошедшем врача. Это был единственный доступный ветеринар в предпраздничные дни. Врач из клиники «Светлячок». На следующий день, когда собака вернулась, жильцы дома поехали в клинику и попросили ветеринара снова прийти, чтобы помочь собаке. Она сказала, что у нее и ее коллег нет времени. Деньги нам не вернули, поделилась жительница дома Гульнара Гумирова. В свою очередь, ветеринар имеет свою точку зрения на произошедшее. По ее словам, она сделала укол, чтобы собака просто поспала и набралась сил. Я сделала обезболивающее и снотворное, чтобы собака отоспалась и вышла из шокового состояния. Все. А то, что они пошли закапывать ее. Я видела, что они перетаскивают животное, но мало ли, куда они ее несли. Рассказала Аделина Камалиева. Да, произошло чудовищное недоразумение, но это не снимает ответственности со всех участников событий. Пожалуй, в этой истории оплошали все, кроме детей, которые принесли животное к подъезду. Несмотря на весь этот странный ком событий, Зевс чувствует себя нормально. Сейчас он находится на передержке, а его судьбой занимаются зоозащитники. Надеемся, что Зевс сможет забыть то, что с ним произошло, и станет счастливым питомцем. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!